Всем привет! Готовим аппетитную куриную грудку в апельсиновом соусе. Рецепт очень легкий, простой. Несмотря на то, что блюдо бюджетное, я думаю, что оно будет очень хорошо смотреться на праздничном столе среди других интересных блюд. Спасибо, что смотрите мои видео до конца. Ставьте оценочки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и расскажите, если хотите видеть больше рецептов с куриной грудкой на моем канале. Для блюда нам понадобится одна куриная грудка, морковь, луковица, соль, тимьян, апельсиновый сок, сливочное масло и стакан вина. Перед началом приготовления я всегда вымачиваю куриную грудку в обычной чистой воде с добавлением соли, чтобы мясо было очень нежным и сочным. На литр воды добавляю столовую ложку соли и перемешиваю до ее полного растворения. Заливаю грудку. Хорошо, чтобы она постояла несколько часов до момента приготовления, а лучше всю ночь в холодильнике. Я с вечера отправила грудку в холодильник, то есть она у меня простояла там всю ночь. И перед приготовлением я ее обсушиваю бумажными полотенцами, затем отложу на время в сторону. Перед тем, как готовить филе, сначала приготовим апельсиновый соус. Для соуса понадобится 2 больших крупных апельсина, чтобы можно было выжать из них как можно больше сока. У меня получилось 250 мл. Натираем морковочку на мелкой терке и нарезаем лучок. На среднем огне сначала готовим обычную зажарку из лука и моркови. Лучок должен поджариться до золотистого румяного цвета. Следом за луком идет морковочка. Через пару минут вливаем апельсиновый сок и белое полусладкое вино. Можно использовать сухое или полусухое, но я люблю именно полусладкое, чтобы сам соус получился сладеньким. И благодаря такому вину не придется добавлять сахар в этот прекрасный соус. Ждем пару минут, чтобы выпарился алкоголь. Солим по вкусу и выключаем огонь. Я говорила соус, но это пока еще не совсем соус, а очень ароматная смесь, которую мы сейчас превратим в тот самый прекрасный апельсиновый соус с помощью погружного блендера. Я попробовала эту смесь, она очень вкусная. Отправлю сюда пару кусочков сливочного масла, не дожидаемся, чтобы она остыла, пусть масло растает, и сразу будем перебивать погружным блендером. Смотрите, какой красивый цвет и какой аппетитный вид. Сюда я не добавляю ни крахмал, ни муку, никаких загустителей. Оставляю соус вот в таком жидком виде. Для обжарки будем использовать растительное и сливочное масло и специи. Из специй я предпочитаю тимьян, он очень ароматный. Вместо тимьяна можете использовать, например, розмарин или орегано, или другие специи по вкусу. И вообще расскажите в комментариях, какие, на ваш взгляд, приправы, специи лучше всего сочетаются с куриной грудкой. Немного масла. Обжариваем сначала с одной стороны. Через 5-6 минут переворачиваем и доводим до золотистого цвета вторую сторону. Опять переворачиваем. Сверху на мясо положу сливочное масло, чтобы грудка получилась еще более сочная. Масло стекает, я его достаю и снова поливаю грудку. Еще раз перевернем, польем маслом. Посыпаю тимьяном по вкусу. Даю минимальный огонь, поливаю грудку соусом. Очень красивый и восхитительный аромат буду тушить под крышкой 20-25 минут до готовности. Во время приготовления мясо можно периодически переворачивать на одну и на другую сторону.
и поливать его соусом. Еще можно периодически вот так прокалывать филе с помощью вилочки, чтобы соус проник вовнутрь и мясо было еще более вкусным и более сочным. Все, друзья, грудка уже готова. Я тушила ее 25 минут на сковороде. По этому рецепту можете готовить 2 или 3 грудки одновременно. И еще, я думаю, вы заметили, я ее не солила во время приготовления, потому что она впитала достаточно соли, пока стояла всю ночь в холодильнике в маринаде. Накрою крышкой, дам постоять еще 5-10 минут, пусть грудка немного остынет. Я хочу вам показать, насколько наша грудка сочная, красивая, аппетитная. Посмотрите, сколько здесь сока, соуса. Он частично впитался, потому что я прокалывала грудку вилочкой во время приготовления, я вам это показывала. Вот оно прекрасное, идеальное, вкуснейшее мясо. Посмотрите, какая прелесть, друзья. Прекрасное праздничное блюдо. Готовьте на здоровье. Очень нежная, тает во рту, сразу тает во рту, такая вкуснятина, друзья. Удивляйте гостей, я думаю, эта грудка вам очень понравится. Соус восхитительный, главное готовится просто, из самых доступных продуктов. Отличное блюдо для праздничного стола. Можно подать это куриное филе, например, с зеленью, салатом, как самостоятельное блюдо или с любым гарниром. Получается очень бюджетно и вкусно. Всем заранее приятного аппетита, увидимся скоро с новыми рецептами, пока-пока!